Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о выращивании фисташек. Фисташки – одни из самых любимых и питательных орехов в мире, которые выращиваются на протяжении многих веков. В переводе с иранского фисташка означает «смеющийся орех». Такое название она получила из-за трещины в скорлупе, напоминающей улыбку. Фисташки в разных регионах мира могут отличаться по сортам, размерам, цвету, вкусу, способам обработки и упаковки. Однако все фисташки имеют общие характеристики, такие как полурасщепленная оболочка, зеленоватое ядро и высокое содержание жира, белка, витаминов и минералов. В Азии фисташки произрастают в странах Ближнего Востока и Западной Азии, таких как Иран, Ирак, Турция, Афганистан и Сирия. Иран является крупнейшим производителем и экспортером фисташек в мире. Иранские фисташки отличаются длинной формой, темной оболочкой и насыщенным вкусом. Соединенные Штаты являются вторым по величине производителем и экспортером фисташек после Ирана. Американские фисташки отличаются круглой формой, светлой оболочкой и мягким вкусом. На их долю приходится около 40% всего мирового производства. Производство фисташек – это прибыльный бизнес, приносящий значительный доход как фермерам, так и переработчикам продукции. Так, общая стоимость урожая фисташек в США в 2022 году достигла впечатляющих $1,9 миллиарда. Коммерческое производство фисташек в основном сосредоточено в калифорнийских регионах Сан-Хоакин и долине Сакраменто, где производители ежегодно производят около 300 тысяч тонн этого хрустящего деликатеса. Это составляет более 98% всего урожая фисташек в США. Очевидно, что фисташки – это не только вкусная закуска, но и жизненно необходимый вклад в сельское хозяйство Соединенных Штатов. Потребление фисташек в США огромно. Но интересно посмотреть процесс их выращивания и сбора урожая. Чтобы получать хорошие урожаи, требуются особые почвенные условия. Глубокие однородные суглинистые почвы, состоящие из супеси, перегноя или другой органики, обеспечивают идеальную среду для фисташковых деревьев. Этот тип почвы имеет хорошую водопроницаемость, позволяя влаге проникать в ее слои и обеспечивает сохранение достаточного уровня влажности. Перед посадкой нового сада подготавливают почву. Ее обрабатывают, разрыхляя комья и выравнивая уровень сада, тем самым создавая глубокую корневую систему для вновь посаженных деревьев. Затем с помощью специального оборудования разрушаются любые твердые комки земли под поверхностью почвы. После подготовки почвы формируются насыпи, куда и будут посажены деревья. Рядом с посадкой прокладываются ирригационные линии. Деревья формируют из привитой пересадки. Прививки тщательно отбираются и начинаются с системы подвоев, которая лучше всего подходит для конкретного участка сада. Производители выбирают подвои, исходя из выносливости и устойчивости корневой системы к заражению вредителями. После того, как фисташковые деревья будут посажены и укоренены, они потребуют постоянного ухода для обеспечения оптимального роста и получения урожая. Фисташковые деревья растут медленно, поэтому первый урожай придется собирать не скоро. Это может быть от 7 до 10 лет и более, в зависимости от способа размножения и сорта. Причем первый урожай может оказаться небольшим, поэтому производители должны обеспечить деревьям соответствующий уход и питательные вещества, которые помогут им полностью раскрыть свой потенциал. Одним из интересных фактов о фисташковых деревьях является то, что они имеют попеременное плодоношение. Это явление означает, что плодоношение у фисташковых деревьев происходит не каждый год, а через 1 или несколько лет. Это связано с тем, что после обильного плодоношения растения истощаются и нуждаются в восстановлении запасов питательных веществ. Эта уникальная особенность представляет собой серьезную проблему для производителей в содержании сада и максимизации урожая. Кроме того, для опыления и получения орешков требуются как мужские, так и женские типы фисташковых деревьев. Для хорошего опыления на одно мужское дерево обычно высаживают от 8 до 24 женских деревьев. Выращивание фисташек является долгосрочной инвестицией для производителей,
И при правильном уходе фисташковый сад может прослужить от 70 до 100 лет. Такая долговечность деревьев дает возможность для производителей развивать устойчивый и прибыльный бизнес. Большинство фисташковых деревьев достигают своего максимального уровня продуктивности примерно в 20-летнем возрасте. С этого времени они продолжают давать высокие урожаи еще в течение многих лет. Для выращивания фисташек вегетационный период является решающим временем для производителей. Обычно он наступает в конце марта, когда бутоны, сформировавшиеся прошлым летом, начинают набухать и цветки распускаются в апреле. В отличие от других фруктовых и ореховых деревьев, которым нужны медоносные пчелы, фисташковые деревья успешно опыляются ветром. В мае скорлупа внутри плода начинает расширяться, а к июню, когда она достигает окончательного размера, скорлупа начинает затвердевать и полностью заполняется зеленым ядром ореха. К июлю, по мере увеличения костянки, скорлупа естественным образом раскалывается, сигнализируя о том, что орехи созрели и готовы к сбору. Например, вот этот орешек уже созрел. Кожура у него становится фиолетового цвета и снимается руками очень легко. И на всей ветви большинство таких плодов. Это верный признак, что фисташки готовы к сбору урожая. Одна фисташка с кожурой в среднем весит 1,5 грамма. Когда ее снимают, вес уменьшается до 1 грамма. Вода является важнейшим компонентом для роста фисташкового дерева. Особенно это важно для молодых деревьев. В жаркие летние месяцы, с конца июля по конец августа, молодым фисташковым деревьям требуется примерно 190 литров воды на одно дерево в день. Капельное орошение является основным методом, используемым для обеспечения водой большинства молодых фисташковых садов. Используемые микроирригационные системы позволяют производителям осуществлять более точный контроль количества и времени полива деревьев. Частота полива в течение вегетационного периода зависит от различных факторов – возраста фисташкового сада, уровня осадков в регионе и других погодных условий. Раскалывание скорлупы фисташек особенно чувствительно к дефициту орошения, так как оно зависит от количества и качества воды, поступающей в плод. Вода увеличивает массу и объем плода, а также уменьшает его твердость. Если орошение недостаточное или неравномерное, то плоды могут не раскрываться или раскрываться не полностью. Вот почему производители должны тщательно поддерживать уровень влажности почвы, чтобы обеспечить достойный урожай. Производители фисташек в США определяют оптимальный план внесения удобрений для своих садов. В течение года они проводят анализ почвы и листьев для оценки конкретных потребностей деревьев в питательных веществах. Удобрения вносятся непосредственно в корневую зону почвы, туда, откуда деревья могут наиболее эффективно поглощать их. Год за годом тщательно удаляются сорняки, а деревья обрезаются и опрыскиваются для борьбы с вредителями и болезнями, которые могут нанести вред деревьям и снизить урожайность фисташек. Используя отборные подвои, устойчивые к определенным видам вредителей, производители могут снизить восприимчивость своих деревьев и свести к минимуму необходимость применения определенных пестицидов. Сбор урожая фисташек обычно начинается в конце августа или начале сентября, когда скорлупа орехов начинает трескаться и ее легко можно расщепить. Для сбора фисташек используют механические шейкеры, которые энергично встряхивают деревья. При этом фисташки падают на специально оборудованные поддоны. Используя V-образную раму, фисташки поднимаются с поддона и пересыпаются на конвейерную ленту. По ней они поступают в пластиковый контейнер или полуприцеп для транспортировки на перерабатывающий завод. Также фисташки собирают при помощи вибрирующего зонтика. Устройство состоит из зажима, обнимающего ствол дерева, и посредством вибрации, заставляющего фисташки падать. Они падают на полотно в форме зонтика, а затем пересыпаются в резервуар. После того, как вибрирующий зонтик пройдет, на дереве можно увидеть несколько фисташек, но об этом не стоит беспокоиться. Просто эти фисташки еще не дозрели, и когда они созреют, их соберут позже. Единственная проблема с вибрацией заключается в том,
что если продолжать сильно трясти, то вместе со зрелыми фисташками могут опадать ветки с цветочными бутонами, а это значит, что будут потеряны фисташки следующего урожая. И этот фактор следует принимать во внимание. Фермеры основательно следят за тем, чтобы фисташки были тщательно собраны и сохранены с высоким качеством и вкусом. Поступившие на фабрику фисташки обрабатываются в течение 24 часов. Если этого не сделать, то качество фисташек может упасть и их категория понизится, что, соответственно, уменьшит их стоимость. Из приемного бункера фисташки поступают на конвейерную ленту. Только что собранные из дерева, они движутся вместе с ветками, листьями и прочим мусором. Сначала фисташки проходят через пылесос, который удаляет все лишнее, чтобы не создавать препятствия. В гребнеотделителе крутящиеся ролики удаляют ветки. Очищенные от мусора фисташки попадают на вторую ленту, которая ведет к ножерезке, снимающей с фисташек оболочку путем трения. Далее фисташки с потоком воды попадают в флотационный резервуар. Это установка, которая используется для разделения подаваемого материала на тяжелую и легкую фракции. Она работает по принципу «плавает-тонет», то есть плавающая пустая фисташка выбрасывается из резервуара, а полная фисташка погружается на его дно. Промытые фисташки поднимаются наверх к сушильным камерам, где они подвергаются воздействию горячего воздуха, который быстро высушивает их. Температура и время сушки могут варьироваться в зависимости от конкретной технологии и условий производства. Нормальная влажность фисташек 6-7%. Затем фисташки пропускают через треммер, цилиндрическую машину, где открытая фисташка отделяется от закрытой. После чего фисташки попадают на калибровочную ленту. Они калибруются, исходя из веса фисташки по отношению к 1 унции. Если в 1 унцию войдут от 18 до 20 фисташек, это крупный размер. Если 25 и более, это мелкие плоды. Откалиброванные фисташки направляются к оптическому столу, оснащенному инфракрасными камерами. Это оборудование позволяет отсортировать фисташки по цвету, таким образом отбирая плоды высшего класса. Параметры отбора программируются заранее. В конце процесса машина раскалывает закрытые фисташки. На фабриках фисташки также подвергаются современным методам пастеризации с соблюдением признанных стандартов безопасности пищевых продуктов. Часть фисташек направляется для обжаривания. Их предварительно просматривают опытные сортировщики. Затем фисташки попадают на линию их обжарки. Здесь работают роторные ростеры. Устройства, которые работают на основе принципа вращения продукта внутри ротора, нагревающегося до определенной температуры. Для сохранения продуктов с высоким качеством важную роль играет упаковка. Для производственных компаний важное значение имеют минимизация пищевых отходов и сокращение количества консервантов. Автоматизация была внедрена как в области упаковки, так и в области паллетирования. Упаковочная машина использует 2 роботизированных манипулятора и камеру для упаковки мешков. В процессе паллетирования гарантируется, что все ящики будут маркированы, упакованы и своевременно отправлены в зону отгрузки. В заключение стоит отметить, что фисташки богаты содержанием клетчатки, а это помогает даже при незначительных перекусах насытить организм и избавить его от мучительного чувства голода. Фисташки содержат больше калия, чем другие орехи, а это помогает замедлить выработку гормона стресса – кортизола. Кроме того, по содержанию железа фисташки не уступают говяжьей печени. В 100 граммах фисташек содержатся 3 суточные нормы этого микроэлемента. А так готовят соленые фисташки в Иране. Для этого используют лимонный сок, настой шафрана и немного соли. Все это добавляют к фисташкам, выложенным на противень. Жарят в духовке при температуре 200 градусов около 6-7 минут. Затем они должны потомиться в духовке еще 2 минуты.
Фисташки готовы. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!